Привет всем зрителям и пользователям смартфонов Xiaomi. Сейчас мы поговорим про обновление рабочего стола, а в частности, какие плюсы оно несет, а самое главное, о пропаже меню настройки размера значков. И если вдруг вы уже установили данное обновление рабочего стола, а эта настройка размер значков у вас пропала, то до нее все-таки можно добраться и все настроить, но обо всем по порядку. Итак, быстро пройдемся по обновлениям рабочего стола и что они дают. В моем Telegram вы сможете скачать вот такой файл с обновлениями. Подходит он только для смартфонов Xiaomi, на Poco это не подойдет, у них отдельные лаунчеры. Владельцы это знают. Ссылку на данное обновление оставлю внизу в описании под этим роликом. Также не забудь подписаться на мой Telegram. У меня выходит там много различных фишек и полезных файлов для твоего смартфона. Самое главное, досматривайте ролик до самого конца, чтобы понять, нужно ли вам устанавливать данное обновление и какие плюсы и минусы оно несет. У меня это все уже установлено, и самый главный плюс, который я сразу заметил, это плавность. Фоновое меню стало заметно плавнее. Вызов и закрытие приложений также это показывает. И если обычно Xiaomi в таких обновлениях исправляют какие-то ошибки, то здесь реально добавилась плавность. Это не преувеличение. Второй, по моему мнению, важный пункт данного обновления – это то, что вот эти большие папки стали поддерживать темный режим. Раньше данная папка оставалась белой, прозрачной, даже если вы включаете темный режим. Теперь она также затемняется. И, к слову говоря, в светлом режиме данные папки стали также чуть светлее, чем раньше. Еще одна фишка данного обновления – это когда вы нажимаете на эту большую папку, происходит вот такая новая анимация. Папки словно выплывают из нее. И также самая незначительная фишка данного обновления – это то, что в некоторых приложениях Xiaomi переработали вот это меню. На функционал это никак не влияет, просто немного изменился внешний вид. Также на некоторых моделях Xiaomi, если вы заходите в какие-то меню, потом начинаете шагать назад, то бывало, что вылетает ошибка рабочего стола. Так вот, в данном обновлении это исправлено. Лично у меня, честно говоря, такой ошибки ни разу не было. Теперь перейдем к самому важному. Смотрите, какие плюсы. Плюс то, что однозначно добавили плавность. Ну и второй большой плюс, я считаю, это для любителей затемненного экрана вот эта папка стала подстраиваться под него, что очень стильно выглядит. Также данный рабочий стол стабилен, не вызывает никаких ошибок. Но здесь, друзья, есть один небольшой минус. Сделаем щипок, нажмем шестеренку. Еще. Из этого меню, к сожалению, при обновлении пропадает функция изменения размера значков. Но все-таки эта функция не вырезается из системы, она остается. До нее нужно только добраться. В этом нам, как всегда, поможет Activity Launcher. Скачать вы его сможете по ссылке в описании в моем Telegram. Итак, в Activity Launcher в поиске нужно прописать Icon Custom. Когда вы начнете писать это слово, появится вот такая настройка. Зайдите в нее. И мы попадем в ту самую настройку размер значков. Отсюда мы сможем все настроить, как нам нужно. Друзья, чтобы удалить обновление этого рабочего стола, зайдите в настройки, приложения, все приложения, 3 точки, показать системные процессы, дождитесь загрузки, в поиске пишем системная оболочка, заходим сюда. И нажимаем «Удалить обновление». Но здесь будьте внимательны. Если вы просто так удалите это обновление, то ничего страшного не будет, просто все ваши иконки и виджеты раскидает по разным рабочим столам. Данные не потеряются, но будет беспорядок. Поэтому лучше всего перед установкой и перед удалением рабочего стола делать бэкап. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал. Желаю всем только качественных девайсов и правильных настроек. Всем пока!